told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Перед тем, как мы углубимся, не забудьте нажать кнопку «Подписаться» и включить колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одной свежей новости о BTS и мире K-pop. И напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, что на самом деле произошло? Неужели все это время от нас что-то скрывали? Поддержите этот канал, чтобы мы могли и дальше раскрывать закулисные истории, которые редко становятся достоянием общественности. Что на самом деле произошло с Тэхёном, что заставило Чингука так сильно запаниковать в самолете? И почему Пэн Шихёк внезапно раскрыл шокирующие факты о серьезной травме, о которой никогда не знала общественность? Этот вопрос теперь не дает покоя миллионам ARMY по всему миру после череды неожиданных событий, начавшихся с вирусного видео 4 августа 2025 года. То, что сначала казалось милым и заботливым моментом между двумя участниками BTS, быстро превратилось в волну спекуляций, потрясших всю индустрию K-pop. Все оказалось куда глубже, тревожнее и загадочнее, чем просто носовое кровотечение, которое случилось у Тэхёна в самолете. Видео, опубликованное аккаунтом Exeunt от Lag Forever, стало отправной точкой. На записи видно, как Тэхён сидит на коленях у Чингука, прижимая салфетку к носу, из которого идет кровь, а Чингук не перестает его успокаивать и заботиться о нем. Сначала ARMY отреагировали с восторгом, тронутые трогательной сценой. Но всего через несколько часов начали распространяться слухи, это может быть не просто носовое кровотечение. Шокирующая новость пришла от Пэн Шихёка, основателя HYBE и ключевой фигуры за успехом BTS. В интервью корейским СМИ он дал понять, что травма Тэхёна может быть связана со старым повреждением, о котором ранее никогда не говорилось публично. То, что произошло с Тэхёном, не мелочь. Мы проводим дополнительные обследования, чтобы убедиться, что не возникли серьезные последствия от старой травмы, сказал Пэн Шихёк в эксклюзивном интервью. Это заявление прозвучало как взрыв в тишине. Как возможно, что о такой серьезной травме ничего не было известно ранее? И почему все это всплыло именно сейчас, в такой напряженной и неожиданной ситуации? После этого внимание переключилось на Чингука, который выглядел крайне встревоженным, хотя и пытался скрыть свое волнение от камер. В видео можно заметить, как он склоняется к Тэхёну и как будто шепчет «терпи еще немного» с выражением страха и глубокой тревоги. Покадровый анализ, проведенный ARMY, показал, что Чингук едва сдерживал слезы, понимая, что состояние его друга может быть куда серьезнее, чем казалось. Возникли вопросы, действительно ли речь идет о физической травме? Или есть еще что-то, о чем никто не знает? Долгие фанаты вспомнили моменты прошлых лет, когда Тэхён выглядел неважно на сцене или пропускал тренировки по неясным причинам. Неужели теперь правда, наконец, начинает выходить наружу? Международные СМИ не остались в стороне. Times Now опубликовали статью с заголовком «Состояние здоровья Ви из BTS вызывает беспокойство, Пэн Шихёк подтвердил возвращение старой травмы». И это тут же стало трендом в разных странах. Спортскейда добавила масла в огонь с материалом. Паника Чингука в самолете объяснена, фанаты подозревают возвращение старой травмы Ви. Эти заголовки усилили волну паники и беспокойства в социальных сетях. Многие фанаты предположили, что сверхплотный график после службы в армии мог спровоцировать обострение старой травмы. Однако самое трогательное – это поведение Чингука. По словам свидетелей в самолете, он не отпускал руку Тэхёна, даже когда стюардесса предлагала помощь. Он будто не замечал ни камер, ни других пассажиров, все его внимание было только на Тэхёне. Один из пассажиров сказал: «Я не знал, что происходит, но Чингук выглядел по-настоящему испуганным. Он продолжал вытирать кровь с лица Тэхёна и что-то ему шептал, что, похоже, немного его успокаивало». Сотни тысяч сообщений поддержки и молитв заполнили интернет. Но на фоне этого всплыла и волна негодования, почему агентство не было честным с фанатами. Почему состояние здоровья участников BTS держится в секрете? Пэн Шихёк не стал вдаваться в подробности, ни о характере травмы, ни о том, как она появилась.
Однако анонимный источник из HYBE сообщил, что Тэхён получил серьезную мышечную травму еще во время подготовки к дебюту. Несмотря на лечение, она могла периодически возвращаться. Если это правда, неудивительно, что Чингук так испугался. Он видел не просто кровь, он узнал симптомы, которые когда-то уже пугали их обоих. Есть опасения, что эта травма может повлиять на будущий камбэк BTS весной 2026 года. Учитывая предстоящий мировой тур и крупные коллаборации, ARMY всерьез обеспокоены, справится ли Тэхён? И снова Чингук остается рядом. По слухам, он даже вступил в спор с руководством HYBE после прилета в Лос-Анджелес. Очевидцы утверждают, что он выглядел крайне напряженным и требовал объяснений. Чингук был в ярости. Он считал, что травма Тэхёна не была должным образом пролечена и что об этом не сообщили другим участникам, рассказал источник местным СМИ. Напряжение усилилось, когда журналист Ким Чихэ опубликовала эксклюзивный материал, в котором утверждала, травма Тэхёна появилась еще до дебюта из-за изнуряющих тренировок. Речь идет о серьезной травме плеча, которая требовала долгой реабилитации. «Это не секрет среди некоторых в индустрии», — написала она. Но факт намеренно скрывался, чтобы сохранить образ идеального и сильного BTS. Если ее слова верны, инцидент в самолете — не случайность, а тревожный сигнал. Многие фанаты разочарованы тем, как HYBE справляется с ситуацией. Вместо открытости и успокоения они молчат, будто надеются, что все утихнет само собой. Но эффект оказался противоположным, теперь это стало глобальным кризисом. Мировые СМИ начали обсуждать этику индустрии К-поп в вопросах здоровья айдолов, сравнивая ситуацию с другими случаями, когда артистов заставляли выступать, несмотря на плохое самочувствие. На фоне этого Чингук и Тэхён молчат. Но их молчание говорит громче слов. Поклонники заметили, как в Лос-Анджелесе Чингук все время держался рядом с Тэхёном, не отрывая от него глаз, как настоящий защитник. Этот жест лишь подтвердил, их связь больше, чем просто коллеги по группе. Чингук готов бороться со всеми, даже с менеджментом, чтобы защитить здоровье Тэхёна. Тем временем слухи продолжают нарастать. Ходят разговоры, что Пэн Шихёк собирается устроить экстренное совещание с личными врачами BTS. Есть предположение, что все мероприятия в США могут быть отложены ради полного обследования Тэхёна. Пока что официальных заявлений нет. ARMY по всему миру продолжают ждать, следя за каждым обновлением и постом. Теперь над всеми висит главный вопрос. Это начало долгожданной прозрачности? Или все снова сведут к сплетням, прикрываясь личной жизнью? Это действительно старая травма? Или за этим скрывается эмоциональная боль, которую Тэхён годами прятал за сценической улыбкой? И останется ли Чингук тем единственным щитом, что стоит между Тэхёном и безжалостным давлением индустрии? Одно можно сказать точно, события 4 августа 2025 года останутся в истории. Не просто как милый момент между Чингуком и Тэхёном в самолете, а как переломный момент, открывший миру глаза на настоящую цену славы. И самый страшный вопрос, который до сих пор остается без ответа. Будет ли эта старая рана продолжать преследовать Тэхёна? Или существует еще более темная история, которую никто никогда не осмеливался рассказать? Yeah, I'm about to fade away, 'cause every